Сейчас газ работает. Вот, кнопка светится. Она сейчас на газе. Проблема была в том, что минусовой провод на газовое оборудование вот к этой клемме был притянут. Он просто не был затянутый, и клемка была обломана. Плюс сами клеммы обе на аккумуляторе не были затянуты. Я этот провод отсюда снял и переставил вот сюда. Вот он блестит. Вот он. То есть на шпильку на кузове я его поставил. Клемку поменял и переставил. Так, это на газе машина работает. Работает заметно хуже, чем на бензине, потому что видно даже МАП 0.44. И слышно, как тарахтит одна газовая форсунка. Ее даже пальцем слышно. Первая тарахтит, разбитая. Вот я сейчас выключу первую газовую форсунку, и она автоматически заменится на бензиновую. Вот, и все. Вот видно, что первая газовая выключилась, вместо нее сейчас бензин работает. И сразу тихо. То есть там разбита первая форсунка газовая. Ну и плюс по мапу даже двигатель лучше заработал. 36, 35, 37, 35. То есть он хорошо заработал. Там беда с форсункой с первой. Вот включаю обратно. А, кстати говоря, подключен сканер. И мы можем топливо отслеживать. То есть сейчас не хватает топлива. Но когда мы форсунку включаем, газовую, она сильно льет, богатая смесь, и поэтому система начинает обедняться. Она там достаточно сильно в обеднению идет, заливает. Ну вот, уже минус 14, и только сейчас лямбда-зон заработал. Так что из-за первой форсунки сильно заливает. В общем, требуется ремонт форсунки, но если в форсунке залазить, то тогда придется заново перекалибровывать всю систему. Перенастраивать систему. С ней какая-то беда. Возможно, там резиновый уплотнитель разбило. Ну и плюс давление газа у нас 1,48. А последняя настройка машины проходила при давлении 1,23. То есть повышенное давление надо снизить на редукторе. Но я не знаю, кто машину настраивал, когда эти форсунки менялись. Поэтому есть вероятность, если я сейчас давление снижу, она не поедет. Но с форсункой что-то надо решать. На самом деле она так хорошо стучит. Я вот сейчас попробую ее чуть-чуть сдвинуть, подтянуть, она что нальет. Но вообще это не рекомендуется делать. Нет, она не замолкает, поэтому она там уже разбитая. Я вернулся на место. Требуется ремонт первой форсунки или целиком рампу менять. В любом случае, когда идет вмешательство в газовой форсунке, систему надо перенастраивать. То есть заново калибровать форсунки и перенастраивать всю газовую систему. Ну а так вот на газе слышно, что вот выключил одну форсунку и все, тишина. Включил. На включенной со всеми газами у нас богатая смесь. Если я перехожу на бензин полностью, видно, что двигатель становится легче, МАП приходит более-менее нормальный, 0,35. И по сканеру смесь восстанавливается. Коррекции ближе к нулю. То есть бензин работает хорошо. Ну, по крайней мере, так на первый взгляд. Вот такая вот ситуация.